Наше путешествие начинается с загадочного рифа Мария Тереза, которого часто называют островом-призраком. Этот таинственный уголок был впервые открыт китобоем Асафом Табером в 1843-м и с тех пор не раз исчезал с карт. История рифа окутана морем легенд, где сходятся мифы и действительность. Это место, расположенное к востоку от Новой Зеландии, стало источником множества мифов из-за своего таинственного исчезновения. Провинившиеся моряки рассказывали о коварных штормах и обманчивых морских течениях, заставлявших суда обходить это место стороной. Рассказы о рифе неизменно привлекали к себе авантюристов и искателей приключений, все из которых утверждали, что на острове могли существовать скрытые от глаз цивилизации. Эти теории вдохновили не одного писателя, в том числе Жюля Верна, подарившего миру таинственный остров. Хотя фактические подтверждения существования таких жизней на рифе отсутствуют, одна мысль о спрятанных секретах продолжает будоражить умы исследователей. Представьте себе, какие тайны могли бы скрываться в глубинах этого неизведанного мира. Между тем, давайте углубимся в культуру и обычаи загадочных жителей острова и выясним, что делает этот остров таким уникальным для исследования. На этом загадочном острове проживает таинственное общество, которое мы назовем береговыми, хотя в реальности их настоящее имя остается неизвестным. Известно, что эти обитатели живут в гармонии с природой и поддерживают традиции, которые не менялись веками. Они создают уникальные украшения и узоры на своей одежде и предметах быта, в которых отражается глубокое уважение к истории и окружающему миру. Сложные и красочные узоры на одежде, унаследованные от предыдущих поколений, могут напомнить традиции таких известных этнических групп, как маори или майя. Эти узоры, скрывающие культурные символы и значения, порадуют любого этнографа. Хотя береговые могут не использовать традиционное письмо, они славятся своими устными традициями, в которых переплетаются легенды и реальные события. Изюминкой их культуры остаются ритуалы, проводимые в полнолуние. Как и во многих других традициях, практики этих обрядов могут быть связаны с интуицией, энергетической очисткой и попыткой укрепить связь с природой. Чем-то подобные мотивы прослеживаются в культурах по всему миру, однако в уникальной интерпретации береговых это подчеркивает их самобытность. Эти элементы культуры часто выглядят как что-то непостижимое и мистическое, однако поиски научных объяснений продолжаются, как и наше погружение в тайны этого удивительного места. Теперь нам предстоит раскрыть, какие непостижимые ритуалы были переданы из глубин веков и как они все еще влияют на повседневную жизнь этого загадочного народа. На просторах Тихого океана затерян архипелаг островов, где одним из самых загадочных является Таити. Этот остров, пропитанный древними традициями, стал домом для полинезийских народов. Ритуалы здесь наполнены глубочайшим символизмом, связывающим жителей с духами и природой. Особое внимание местные уделяют ритуальному огню, разжигая его с первыми лучами зари. Костер окружен людьми, которые исполняют мелодии на традиционных инструментах. Эти звуки воссоздают чувствительную связь с предками. Каждый движимый ритуалом ощущает глубокую связь со своими корнями, обитая стремительно подобно языкам пламени. Важнейшую роль в этом действии играет вождь, облаченный в ритуальные одеяния, являющийся пикторией силы и уважения предков. Хотя маски различны среди полинезийских культур, они несут неизменное значение — дань уважения и поклонения духам, которые охраняют тайны прошлых эпох. Танец, который следует за ритмичными мелодиями, не только эстетичен, но и функционален. Каждый жест и движение — это языковая система, передающая космологические знания. Эти танцы не служат лишь развлекательным элементом, а становятся культурной энциклопедией для следующих поколений. Такие обряды помогают сохранять гармонию с природой и духами, поддерживая баланс, который был установлен много веков назад. Они укрепляют связь между нынешними поколениями и их древними предками, сохраняя непрерывность культурной традиции. В глубине этих традиций сокрыта связь с мифами и легендами острова, которые делают это место по-настоящему уникальным и непостижимым. Но откуда взялись эти древние сюжеты и как они формируют современное мировосприятие жителей? Давайте отправимся в путешествие во времени для исследования этих сказаний. На Таити, в сердце Тихого океана, живут древние легенды, которые передаются из поколения в поколение. Одной из них является история о Великой реке, по преданию окружающей остров защитным кольцом. Легенда говорит, что река символизирует вечное движение жизни, которую нужно уважать и оберегать. Такое предание своими корнями уходит в мифы полинезийцев о духах природы, защищающих их землю. Сказания о священной земле, полной чудес и опасностей, включают в себя веру в запреты, нарушителей которых ждут мистические последствия. Хотя воспринимаются они как часть богатого фольклора, эти истории вдохновляют обитателей острова и символизируют необходимость уважать землю и традиции. Также существует предание о тайных уголках острова, где древние жители оставили загадочные сооружения. Это предание не подтверждено археологами, однако оно отражает стремление местных жителей осознать и ценить связи с вековой культурой.
В легендах Таити прослеживается тонкая связь с небесными светилами. Полинезийцы, одни из самых искусных навигаторов в истории, использовали звездное небо для ориентировки в бескрайних океанских просторах. Эта практика во многом преобразилась в культуру, где звезды не просто источники света, а духовные ориентиры, соединяющие прошлое и настоящее. Хотя научных подтверждений этим преданиям мало, они поддерживают культурное наследие народов Таити, которое делает остров уникальным и вдохновляющим. Окунемся глубже в таинственные леса, чтобы узнать больше об уникальной природе и загадочных обитателях этого невероятного места. Густые леса этого уникального острова скрывают биолюминесцентные сокровища. Среди мха и листьев обитают светящиеся грибы. Удивительные организмы, чье слабое свечение проявляется лишь в полной темноте. Более 70 видов этих грибов встречаются в тропических лесах Азии и Америки, а их мягкий свет вызван химической реакцией, в которой участвует кислород и биопигмент люциферин. В культуре разных народов, включая японцев и европейцев, сохранились легенды о лисом огне и лисьем свете, которые объясняли свечение таинственными силами и духами природы. Несмотря на то, что фольклор не имеет научного обоснования, он подчеркивает очарование и загадочность этого природного явления. Исследователи, ступившие на остров, отмечают, что таинственный лес пьянит разнообразием звуков, шелест листьев и странные шорохи. Эти шумы, прекрасно объясняемые природными процессами и жизнью животных, создают мистическую атмосферу, пробуждая воображение любого, кто ступает в этот загадочный мир. На самом же деле густая лесная чаща скрывает пещеры, в которых, возможно, хранятся следы древних цивилизаций. Эти уголки планеты предполагают сенсационные открытия, которые могут дать ценную информацию о далеком прошлом. Давайте на мгновение удостоверимся в их существовании и узнаем, что за находки могут поджидать внутри, сохраняя историческую подлинность. На еще неизведанном острове в Тихом океане существуют пещеры, которые могут содержать следы давно исчезнувших цивилизаций. Это не просто легенда. Недавно археологи обнаружили подобные артефакты на острове Гаити. Эти находки включают в себя ритуальные объекты и предметы древних индейцев, которые использовали пещеры в качестве культовых мест. Исследователи из Университета Антильских островов, ведущие раскопки в этих пещерах, обнаружили, что доступ к ним ограничен природными явлениями и техническими вызовами. Сложность состоит не только в исследовании труднодоступной местности, но и в необходимости специальных технологий для сохранения и анализа находок. В этих таинственных пещерах среди карибских пейзажей сохраняются ожерелья и различные предметы, которые, возможно, служили древним культом. Подобные объекты ранее нашли на других островах Карибского бассейна, включая Кубу и Тенерифе, где исследователи также сталкивались с загадками древних цивилизаций. Отсутствие светильников в прошлом породило истории, что здесь живут духи предков, которые берегут память о прошлом. Такое сочетание научного интереса и мифологии подталкивает исследователей продолжать поиски. Кто знает, какие еще открытия ждут нас в этих таинственных пещерах, если мы сможем разгадать их скрытые секреты. Интерес к этим исследованиям лишь усиливается по мере продвижения технологий и увеличения финансирования. Но даже самые современные методы не всегда могут предоставить четкие ответы. Мы задумываемся, какие другие невидимые преграды могут встать на пути тех, кто осмеливается заглянуть в тайны, сокрытые глубоко под землей. Кстати, о загадочных преданиях, которые так и остаются неразгаданными. В глубинах необъяснимого мира острова Ланкави, расположенного в Малакском проливе, кроется легенда о проклятии Махсури, которая уже более 2 столетий держит в страхе местных жителей. Сказание гласит, что Махсури, несправедливо обвиненная в измене и казненная, наложила проклятие на свои земли, определив их судьбу на 7 поколений вперед. Даже современные исследователи часто связывают значительную часть лечебных и природных катаклизмов на острове с мистической кармой этой истории. Если перенестись на остров Пасхи, то сразу в памяти всплывают монументальные статуи Маои, которые, как гласят мифы, обладают собственной душой и способны навлечь проклятие на тех, кто не с уважением отнесется к древним традициям острова. Именно эти исполинские воины из камня и загадочная культура рапануйцев освещают страницы нашего сценария, оставляя след таинственности и величия конца света. На противоположной стороне мира, в Италии, остров Гайола также снискал себе мрачную популярность благодаря череде необъяснимых событий, сопровождаемых проклятием. История утверждает, что каждый владелец острова неизбежно сталкивался с необъяснимыми несчастьями, как будто чья-то невидимая рука направляет эти удары судьбы. Эти легенды, переплетающиеся с реальными историческими событиями, будоражат воображение и заставляют снова и снова возвращаться к неразгаданным тайнам. Они подчеркивают, как страх перед неизведанным и уважение к древним культурам способны влиять на человеческое сознание и формировать наше восприятие доли истории того или иного места.
Тем не менее, только вдумчивое исследование и осторожные шаги в поисках артефактов могут привести к расшифровке прошлых тайн. Однако, возможно ли когда-либо полностью понять настоящее значение древних проклятий, которые так глубоко укоренились в сердцах людей? Задаются ли этим вопросом исследователи, когда на горизонте появляется возможность установить связь этих мифов с живой природой острова? Мы перекинем мост в следующее погружение в мир артефактов прошлого. На одном из затерянных островов в Тихом океане исследователи обнаружили древние артефакты, которые бросают новый свет на культуру этого региона. Среди находок были замечены глиняные сосуды с характерными узорами, родственные традициям Юго-Восточной Азии, создающие уникальную связь между этими регионами. Поскольку металлургия была почти отсутствующей на островах, украшения могли быть изготовлены из кости или раковин, что делает их еще более значительными. Легенды, связанные с этими находками, указывают на остров Пасхи. Сказания о Моаи, каменных великанах острова, говорят о древних мастерах, способных на невероятные свершения. Эти истории, хотя и не ассоциируются напрямую с бронзой, подчеркивают культурную сложность и богатство острова. Таким образом, найденные глиняные сосуды могли использоваться во время ритуалов, приносящих жертвы для связи с духами, столь почитаемыми местными жителями. Первые попытки наладить контакт с внешними культурами, по преданиям, соединяются с морской навигацией полинезийцев, которые использовали звезды для своих путешествий. Эти древние связи вплетены в твердь истории островов. Осознание таких взаимодействий позволяет лучше понять, как могли выглядеть сначала контакты с неизвестными землями и придать больше значения артефактам прошлого. Каждая находка здесь — это ключ к пониманию исчезнувших миров, сохранивших элементы культурной идентичности. Их изучение открывает двери в эпохи, когда острова были сердцем великих миграций. Но может ли этот ареал таить в себе еще больше нераскрытых тайн и указать нам на то, как древние жители были связаны с загадочными явлениями окружающей природы? Исследование продолжается. Представьте себе остров с уникальной культурой и традициями, которые пережили века. Одним из таких мест является Кихну в Эстонии, признанный ЮНЕСКО в 2003 году за свое богатое культурное наследие, которое живет более 6 веков. С начала 20 века остров притягивает к себе внимание этнографов, а каждый его житель, словно живое свидетельство древних времен, хранит легенды и обычаи. Первыми исследователями, прибывшими на Кихну, были не просто ученые, а люди, жаждущие прикоснуться к неизведанному. Их приветствовали с открытостью и гостеприимством, характерным для местных жителей. Сложные традиционные украшения, подобные тем, что изготавливаются из серебра и бисера на Кихну, стали символами дружественных связей. Все это было продолжением древних обычаев обмена ремеслами и сувенирами, которые до сих пор оживают на локальных фестивалях. Танцы, такие как кандийский на Шри-Ланке или уникальные танцы Кихну, демонстрируют культурное богатство, которое жители охотно делят с приезжими. Эти массовые ритуалы не только празднуют обычаи, но и создают мост между поколениями, оставляя перед собой наследие для потомков. Они показывают миру, что уважение к своим корням и традициям может стать ключом к сохранению культурной идентичности в эпоху глобализации. Тем не менее, остается открытым вопрос, как изменится образ жизни островных жителей, если их наследие столкнется с влиянием технологий и внешней культуры. Исследования показывают, что такие контакты несут с собой как опасности, так и возможности для развития. Важно осознать, что культурное разнообразие островов, как и их уникальная природа, может сыграть огромную роль в будущем. Остается лишь наблюдать и бережно вмешиваться в их судьбу. В этом кроется не только культурная, но и экологическая гармония места, ожидающая новых открытий и понимания. На далеком острове Новая Каледония, скрытый в Тихом океане, обитает удивительная птица — кагу. Это уникальное создание принадлежит к пепельно-серым пернатым с оперением, имеющим черно-белые полосы на крыльях, которые показываются лишь при расправлении. Но настоящая яркость кагу кроется в оранжево-красных лапах и клюве, что делает ее запоминающимся представителем островной фауны. Только здесь, в этой закрытой экосистеме, можно встретить этих таинственных птиц, обитающих под пологом тропической зелени. Что касается растений, остров Лайсон, расположенный в северо-западной части Гавайского архипелага, тоже поражает многообразием своей флоры. Эти островные экосистемы адаптировались к экстремальным природным условиям. Удивительно, насколько растения здесь устойчивы к постоянным ветрам и бурям. Они словно впитали дух океанского раздора, чтобы выжить и процветать. Следует подчеркнуть уникальное взаимодействие между флорой и фауной этих островов, где общие усилия всех видов создают идеальную гармонию. Острова таят в себе тайны о том, как в эволюционной гонке каждый вид нашел свое место и научился сосуществовать. Задаваясь вопросом, какие еще сокровища прячутся в этих уникальных ареалах, можно лишь догадываться о том, как жизненные истории продолжают развиваться в тесной связи с человеческим любопытством и открытием.
Над островом-призраком Мария Тереза, который в действительности является лишь морской иллюзией, давно исчезнувшей с карт, часто рассказывали о феноменальных атмосферных явлениях. Этот таинственный риф, случайно нанесенный на карты в 1843-м китобоем Асафом Табером, несет в себе историю о мифах и необъяснимых загадках. Рассказы о мнимом острове включают в себя яркие флуоресцентные облака, которые, несмотря на свою нереальность, являются частью обычного атмосферного феномена в тропических регионах. Эти облака, преломляющиеся под солнечными лучами, создают иллюзию сияния, приводя наблюдателей в замешательство и заставляя поверить в небесные знамения. Порой светящийся океан, как отмечают мореплаватели, возникает благодаря биолюминесценции, естественному излучению света морскими организмами. Это явление, происходящее при движении планктона или бактерий, создает эффект волшебства, будто мир воды хранит в себе магию и тайны. Хотя риф Мария Тереза всего лишь плод воображения, рассказанные фольклором мифы у коренных жителей могут придавать природным явлениям мистическое значение. Для них эти феномены — знак благосклонности духов, способных увековечить легенды об исчезнувшем острове, независимо от научных объяснений. Эти рассказы увлекают нас в мир, где мифы живут наравне с реальностью, где каждое явление становится нитью в сложной ткани культуры. В сердце этих мифов скрыты загадки, которые могут остаться нераскрытыми, символизируя глубокое уважение к неизведанному. Этот культурный аспект приближает нас к пониманию тайны, которая остается всегда на грани разгадки, приглашая перейти к последней, самой интригующей главе об острове-призраке. Приступая к путешествию по загадкам неизведанного острова, мы сталкиваемся с тем, что каждое новое открытие открывает завесу лишь чуть. Один из таких островов — это Хай-Бразил, часто встречающийся в ирландских мифах. Этот остров, согласно легендам, видим только раз в 7 лет и исчезает прежде, чем кто-либо успевает достигнуть его берегов. Отсюда и проистекает наше увлечение тайнами. Если поискать дальше факты и случаи с так называемыми призрачными островами, обнаружим историю Пасвеглия в Венеции, использовавшегося как карантинная станция во времена бубонной чумы. Легенды говорят, что там обитают духи, что еще больше разжигает интерес. А остров Гайола, завораживающий руинами и мифами о проклятии, напоминает нам, что иногда сама история, переплетающаяся с суевериями, остается источником тайны. Но даже если изучить каждую частичку Земли через призму науки, именно теории и легенды, подобные мифам о Хай-Бразиле или историческим островам, продолжают придавать жизни ощутимое чувство тайны. Далеко не все поддается разумному объяснению. Именно это и делает наш мир столь завораживающим и притягательным для исследователей и мечтателей. Пусть эти острова и остаются мистическими, но это не подарок судьбы. Это открытая возможность для изучения, поиска и обогащения наших знаний. Именно благодаря их магнетическому обаянию мы снова и снова пускаемся в путешествия в поисках тайн, которые, возможно, никогда не будут полностью раскрыты, сохраняясь в сердце культуры как нерушимые легенды.